Новый лабораторный модуль «Наука» российского сегмента МКС интегрируется в состав станции. О том, какие эксперименты будут проводиться в новом модуле и на его внешней поверхности, как изменится российская научная программа на МКС, а также о возможном участии ученых в проведении экспериментов в космосе, в своем интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем Российской академии наук Юрий Смирнов. Одним из долгожданных экспериментов на орбите станет перепел. Нечто похожее было на станции «Мир». Эксперимент подразумевает доставку на МКС яиц японского перепела. Цель — исследовать развитие эмбриона в условиях невесомости и искусственной гравитации. Научная аппаратура представляет собой инкубатор. Часть яиц будет просто находиться в невесомости, а другая часть размещена в специальной центрифуге для создания искусственной силы притяжения. На МКС будет и космическая оранжерея. С определенной периодичностью космонавт закладывает в оранжерею полоски с семенами, а затем снимает урожай. В первом эксперименте будет выращиваться пекинская капуста. Часть растений будет отправляться на Землю для исследований. В будущем космонавты смогут посадить также злаковые бобовые культуры и карликовые томаты. Новые научные эксперименты ИМБП будут проходить не только внутри, но и снаружи станции. Одно из таких исследований — биориск. Специалисты рассчитывают получить новые данные о возможных изменениях у бактерий и грибов, а также различных семян растений, личинок, яиц насекомых и икры рыб во время космического полета на внешней поверхности МКС. В связи с вводом нового модуля «Наука» и расширением научных программ возникает вопрос ускоренной подготовки к космическому полету профильных специалистов, авторов научных экспериментов. Для полной интеграции модуля «Наука» в состав российского сегмента МКС потребуется около 10 выходов в открытый космос. Первые из них уже намечены на 2 и 8 сентября. Для особо сложных экспериментов, когда они будут и сложные в постановке, и дорогостоящие, и ценность получения таких результатов высока. Ну, например, это какие-то выращивания биологических структур, когда нужно четко понимать, что ты правильно вырастил, что вот результат будет качественно довезен до уже лаборатории на Земле. Возможно, нам придется запускать на борт уже самих ученых, экспериментаторов. Ученые Института космических исследований Российской академии наук в скором времени испытают новую систему ориентации и навигации по пульсарам. Это нейтронные звезды, излучающие периодические радиоимпульсы. Пульсары в системе играют роль природных маяков и могут использоваться для навигации при экспедициях в дальний космос. Эта система помехозащищенная. Ту же самую систему ГЛОНАСС или GPS, она отключаемая. Вот пульсары вы отключить не можете никак. Эта аппаратура не привязана к Земле. Она автономная. Вы прямо на борту, в режиме почти реального времени можете получать все данные о вашей траектории, координаты, скорости. Карту расположения радиопульсаров во Вселенной составляет работающая уже 3-й год в космосе российская обсерватория «Спектр-РГ». Узловой модуль «Причал» в составе транспортного грузового корабля модуля «Прогресс-МУМ» доставлен на космодром Байконур. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева приступили к технологическим операциям и подготовке модуля. Введение причала на околоземную орбиту и включение в состав Международной космической станции планируется в ноябре 2021 года. Узловой модуль предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Причал будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Это позволит расширить возможности стыковок со станцией наших грузовых и пилотируемых кораблей. Программно-аппаратный комплекс «Кедр» для отслеживания из космоса местоположения техники для лесозаготовки, ее технического состояния и других параметров разработали в компании «Спутниковая система Гонец». Вся логистика, она может быть отслежена, должна быть отслежена, и это обязательно дает экономический эффект. И вообще, в принципе, любому порядочному оператору, кто занимается лесозаготовкой, вырубкой, потом
сортировкой, складированием, обработкой. Мне кажется, крайне выгодно иметь такие системы, потому что они позволяют, во-первых, максимально отдалиться от браконьерских, так сказать, попыток рубить лес, и отслеживать собственные лесозасеки, которые используются в работе. И позволяет, что самое главное, доказать законность происхождения древесины на любом этапе. «Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации в различных целях каналов ретрансляции. Десять лет исполнилось с момента запуска «Спектр-Р» — орбитальной астрофизической обсерватории международного проекта «Радиоастрон». Аппарат «Спектр-Р», созданный в НПО имени Лавочкина по заказу Роскосмоса, успешно проработал на околоземной орбите более 7 лет, предоставив ученым большое количество интересных научных результатов. В качестве попутной нагрузки к радиотелескопу на космический аппарат был установлен комплекс аппаратуры «Плазма-F», предназначенный для мониторинга солнечного ветра с очень высоким временным разрешением. Ученые уверены, что данные, полученные с помощью аппаратуры «Плазма-F», еще долгие годы будут оставаться уникальными и послужат источником новых знаний по физике околоземной плазмы. Аппарат Бепи-Коломбо, на котором установлены приборы, созданные в Институте космических исследований Российской академии наук, на пути к Меркурию пролетел рядом с планетой Венера на расстоянии 550 километров от поверхности. 2 из 3 камер наблюдения Бепи-Коломбо во время сближения сделали снимки Венеры, которые будут постепенно передаваться на Землю. Для экономии топлива в течение всего полета Бепи-Коломбо совершит не менее 9 гравитационных маневров — 1 у Земли, 2 у Венеры и 6 у Меркурия. Бепи-Коломбо — это очень широкая по своему профилю миссия. Там, я хочу сказать, что там, я думаю, 6 или 7 отдельных областей современной астрофизики получат очень много интересных результатов с этого проекта. И на планетном аппарате стоят приборы с участием Роскосмоса, с участием нашего института. Один из этих приборов — МГНС, меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр. Здесь мы хотим понять возможное присутствие воды на поверхности Меркурия. Планируется, что на орбиту первой планеты от Солнца аппарат выйдет в 2025 году. Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Константин Борисов в своем блоге «Жизнь космонавтов» рассказал, как проходят экстремальные тренировки в случае нештатного приземления спускаемого аппарата в пустыне. 2 суток космонавты должны прожить при жаре более 40 градусов Цельсия. По циклограмме тренировки они должны рассчитать место для укрытия, соорудить тент из парашюта и ждать прихода спасателей. Самое важное в тренировке — грамотно распределять ресурсы и силу. За время такого сурового выживания космонавты теряют до 5% массы тела. За новыми публикациями космонавтов набора 2018 года вы можете следить в разделе «Космические блоги» сайта госкорпорации «Роскосмос», а также на официальных страницах в социальных сетях. В период осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 и 2021 годах отечественные предприятия ракетно-космической отрасли передали для нужд медицинских учреждений около 20 тысяч тонн кислорода. Основными предприятиями в этой помощи стали конструкторское бюро химавтоматики, Красноярский машиностроительный завод и научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности. 45 лет назад к Луне отправилась последняя в советской лунной программе автоматическая станция «Луна-24». Она была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Через 9 суток станция совершила мягкую посадку в юго-восточном районе моря кризисов. Основной задачей миссии «Луна-24» был забор образцов лунного грунта.
С этой задачей автоматическая станция справилась, собрав 170 граммов лунного грунта с более чем 1,5-метровой глубины. Возвратная ракета станции с образцами стартовала к Земле 19 августа. Продолжительность обратного перелета составила 84 часа. 22 августа в расчетное время со второй космической скоростью аппарат вошел в атмосферу Земли и совершил посадку в 200 километрах юго-восточнее Сургута. Программа полета станции была полностью выполнена. Следующая отечественная станция «Луна-25», которая, как и все предыдущие, создана в НПО имени Лавочкина, даст старт новому витку программы изучения Луны. Цель этого проекта – проведение исследований в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Звезды и газопылевой комплекс в Южной Короне. До отражающей синей туманности 500 световых лет, а до шарового звездного скопления внизу снимка около 30 тысяч. Оно находится вне плоскости галактики Млечный Путь. Автор снимка – Викас Чандер. Лунный пейзаж. На снимке ударный кратер Тихо, названный в честь датского астронома XVI века Тихо Браге. Кратер образовался около 100 миллионов лет назад в результате падения на Луну астероида. Диаметр Тихо — 85 километров. В центре кратера 2-километровый пик. Вверху кратер Клавиус, один из самых больших лунных кратеров. Его диаметр — 225 километров. Разорванная кометарная глобула. Так называемые кометарные глобулы с пылевой головой и длинным хвостом делают их похожими на кометы. На самом деле это совершенно разные объекты. Глобулы часто становятся местом образования молодых звезд. Слева на снимке видна далекая галактика. Присылайте ваши фотографии звездного неба и вопросы о космосе на tv@tvroskosmos.ru. И до встречи в космической среде.